В начале февраля 22 года украинскую границу пересек Виктор Васильев. По документам он родился в 85-м, но на самом деле такой человек существовал только 4 года. Он появился в российских базах в 2018-м. Новая личность потребовалась ему, потому что Васильев – агент Главного разведывательного управления Министерства обороны. Цель его поездки – выкрасть человека и встретиться с несколькими информаторами. Но агента в итоге раскрыли, и ему пришлось спасаться бегством. За взятку он пересек границу и оказался в Приднестровье. Через 2 дня началась война. Об этой операции Центр досье узнал благодаря материалам ГРУ, которые оказались в нашем распоряжении. Вероятно, это крупнейшая утечка документов военной разведки в современной истории. Главное разведывательное управление Минобороны – легендарное ведомство, известное диверсионной деятельностью за пределами России. Именно ГРУ отравила новичком своего бывшего сотрудника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в 2018 году. Операция провалилась, Скрипали выжили, исполнителей раскрыли. Ими оказались ныне известные на весь мир офицеры Александр Чпига и Анатолий Мишкин. Они же были причастны к взрывам на складах оружия в Чехии и Болгарии, где могли храниться боеприпасы для Украины. Другие разведчики приложили руку, например, к выборам президента США в 2016 году. Тогда хакеры ГРУ взломали электронную почту главы штаба Хиллари Клинтон. Но это далеко не все, чем занимается военная разведка. В ее компетенции наемники, вербовка и кампании по дезинформации. Об этих операциях мы знаем из документов полковника ГРУ. В распоряжение досье попали рабочие материалы сотрудника военной разведки Дениса Смольянинова. Денис Смольянинов родился в 1976-м, окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов. Служил в Смоленске, в середине нулевых перебрался в Петербург. Место службы – 172-й командно-разведывательный центр ГРУ. Затем переехал в Москву. Прописался в здании Минобороны на Знаменке. Сейчас Смольянинов – полковник. Он занимается и вербовкой, и дезинформацией, и боевыми задачами. Завербованный Смольяниновым агент – это Виктор Луковенко. Именно он получил новые документы на имя Виктора Васильева и отправился в Украину за несколько недель до войны. Луковенко – националист, отсидевший за убийство. В нулевых он был активистом правозащитной организации при движении «Русский образ», а в 2011 году получил 8 лет колонии за убийство на почве расовой ненависти. Освободился досрочно и от своих убеждений не отказался. Возвращаться к старому не хочется. От убеждений я не отказался, но в политическом смысле себя обозначать не хочется, лезть в это болото. Хочется жить нормальной повседневной жизнью. Она приносит радость. Как именно в нормальной повседневной жизни Луковенко появилась российская военная разведка, доподлинно неизвестно. Но из документов полковника Смольянинова следует, что Луковенко получал 2000, вероятно, долларов, деньги выделялись из бюджета ГРУ, а по итогам командировки он составил отчет для военной разведки. Благодаря утечке мы узнали, чем именно занимался агент ГРУ за считанные дни до начала вторжения. Спецслужбы уже убедили Владимира Путина, что возьмут Киев за несколько дней. Дел у российского разведчика много, но в какой-то момент он вдруг прокалывается на одном из заданий. А самое ироничное, что задание даже не было связано с Украиной. Просто именно туда, из Казахстана, сбежал блогер Куат Ахметов. Он был одной из целей агента Луковенко. Ахметов и его соратники в начале 2021 года снимали в Казахстане видео, на которых в госучреждениях, банках, аптеках и магазинах с ними отказывались говорить на казахском языке. Российская пропаганда в ответ назвала его фашистующим казахом. МВД запретило въезд в Россию на 50 лет, а в Казахстане завели уголовное дело. Ахметов бежал в Украину. Там его и должен был найти агент ГРУ, чтобы, вероятно, похитить и увезти в Россию. Луковенко выследил свою жертву, но опоздал. Ахметов улетел в Турцию. И тут охота началась уже за агентом. Скорее всего, пока он искал Ахметова через свои контакты в украинских правоохранительных органах, эти же самые контакты сдали его СБУ. Луковенко пришлось срочно бросать все свои дела и уезжать. Поимка Ахметова не была единственной целью агента. В Украине он должен был встретиться с несколькими потенциальными сторонниками, для чего в качестве легенды разработал проект русско-украинской радикальной инициативы.
объединение националистов двух стран. Контакты Луковенко в основном провалились. С журналистом Дмитрием Джангировым он договаривался об информационной и политтехнологической поддержке, но через месяц Джангирова задержала СБУ. Бывший нацбол Игорь Горкавенко должен был помочь с созданием YouTube-студии, но с 24 февраля перестал выходить на связь, а 19 марта покончил с собой. Человек, который в отчетах упоминается под псевдонимом Тайсон, готов был с группой из 10 бойцов поддержать российское вторжение, но затем якобы полностью поддался украинской националистической пропаганде и примкнул к украинским военным. Вербовкой агентов деятельность полковника Смольянинова не ограничилась, и проект радикальной инициативы ему еще пригодился. Весной 23 года во Франции прошла акция «Стоп Эрдоган». Неизвестные в балаклавах, якобы украинские беженцы, вышли на улицы Парижа с баннером «Эрдоган. Землетрясение. Расплата за российских туристов». В Турции тогда произошло землетрясение, которое унесло жизни 60 тысяч человек. Акцию придумали в ГРУ. Она должна была показать, что украинцы недовольны политикой Турции в отношении России, а также внести дополнительное напряжение в и так непростые отношения между Стамбулом и странами НАТО. На футболках у участников была символика радикальной инициативы. И это не случайно. Мероприятие курировал полковник Денис Смольянинов. Когда российская разведка проводит кампании дезинформации или кампании влияния, их отличает то, что они чрезвычайно сложны. Потому что они хорошо понимают целевую аудиторию. Они понимают методы, которые можно использовать, особенно в цифровой среде. Россия стала одной из первых, кто научился использовать социальные сети как оружие. Видео из Парижа подхватил телеграм-канал «Инша Краина» на 1500 подписчиков. Он входит в сетку, которую построили Смольянинов и Луковенко. У российской разведки и у других пророссийских сил есть опыт в организации настоящих протестов. Такие акции можно задокументировать, чтобы использовать как инструмент в кампании по дезинформации. В большинстве случаев из этого не получалось масштабных митингов. Зато они эффективно организовывали протесты меньшего масштаба. А дальше с помощью фотографий и видео делали так, что протесты казались больше, чем они есть на самом деле. Главная составляющая сетки Смольянинова – это целый набор псевдоукраинских каналов, которые на первый взгляд отрабатывают обычную проукраинскую повестку. Там как бы ненавидят Путина и его армию, но вместе с этим сеют упаднические настроения среди своей, преимущественно украинской аудитории. И даже образ автора кое-где продумали. Вот, например, украинский радикал-антисемит в эмиграции, а вот разочаровавшийся одессит-контрабандист. Правда, ни того, ни другого, конечно же, не существует. Это просто картинка, которую нарисовала российская военная разведка. А еще в этих каналах собирают пожертвования. Только ни беженцы, ни ВСУ этих денег не получают. Их отправляют военным из непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Например, такие сборы проводит канал «Иней» на 56 тысяч человек. Это основная площадка для вбросов в ГРУ. Авторы делятся хроникой с фронта, пишут про удар беспилотника по Кремлю. Но вместе с этим критикуют ВСУ, раздачу оружия населению, украинские элиты, Зеленского, Запад и самих украинцев. Лейтмотив большинства постов – Украина проигрывает, из страны надо бежать. В некотором смысле украинская аудитория, возможно, наименее восприимчива к российской дезинформации и пропаганде, потому что она имеет дело с ней уже давно. Все восприимчивы к дезинформации и пропаганде, потому что если она качественно сделана, если она направлена на нужную аудиторию, если она относится к той части мира или даже части вашей собственной страны, где вы не очень хорошо понимаете, что там происходит, мы все восприимчивы к дезинформации. Большинство людей даже в Украине не будут иметь представления из первых рук о том, что происходит на фронте. Псевдоукраинские каналы были созданы незадолго до полномасштабного вторжения. Из документов Смольянинова видно, что за свою работу администраторы получают по 1500 в месяц в неизвестной валюте. Скорее всего, речь идет о долларах. Есть в сетке ГРУ и обычные Z-каналы. Главной площадкой диверсионных операций Смольянинова стал аккаунт «Записки авантюриста». Его вел политтехнолог, Z-патриот и, возможно, один из основателей ЧВК «Енот» Игорь Мангушев, который погиб в феврале 23 года.
За полгода до смерти он выступил в Донецке с черепом украинского военного в руках. Через свой канал он организовывал спам-атаки на украинские экстренные службы, отправлял фейковые сообщения о диверсантах и корректировщиках и устраивал массовые ложные звонки о минировании школ и больниц. Именно Мангушев перенаправлял собранные каналами пожертвования в самопровозглашенные республики. Его же, судя по всему, планировали сделать главой русско-украинской радикальной инициативы. Центр досье позвонил Смоленинову. По легенде, Луковенко попал в полицию и под угрозой уголовного преследования рассказал и о своей работе на ГРУ, и о поездке в Украину. Застигнутый врасплох полковник подтвердил, что такой агент с ним действительно сотрудничает. Алло, Денис Александрович? Да. Здравствуйте. Старший оперуполномоченный, Павлов моя фамилия. Александр Владимирович зовут. У нас тут некий Васильев Виктор Александрович находится, 85-го года рождения. Он у нас задержан по подозрению в совершении преступления, собственно говоря, 159-е, мошенничество. Рассказывает какие-то страшные истории, что он работает на... Я понял, на какую организацию. Ну, организацию он, наверное, правильно называет, да? Он прямо говорит ГРУ. Ну, это уже косяк. Внешне как он выглядит? Да внешне такой он потасканный. Поймите, то, что он называет, да, откуда-то меня знает, да, организацией прикрывается, да. Он говорил, он прямо перед специальной военной операцией нашей, да. Он говорит, что вот оттуда он был на Украине, и прямо вот оттуда что-то его вытаскивали прямо вот чуть ли не за день до войны. Так, я примерно понимаю, о ком речь. Это он там как-то в информационном плане работал в Адмирале? Можно спросить? Ну, он что-то Пригожин, но он что-то говорил там про нацболов, с националистами какими-то, он там связь установил. Да, я понял. Кто это? Сейчас я вам перезвоню, хорошо? Вот смотрите, данный человек сейчас не может находиться там, вот по той фамилии, по которой я знаю, по первой, по второй, находиться там, где он сейчас у вас находится. Это либо вообще какая-то подстава, либо левый человек, который знает того, называет себя чужим. Тот человек очень далеко сейчас. Вот, поэтому это вообще левак. Просто очень интересно, откуда этот Кремль так много знает. Понимаете, даже тот человек не должен знать мой телефон. Вот и все. Что я вам скажу. Украиной Смольянинов занимается давно. Еще в 2014 году ему на стол лег документ под названием «Список туристов в колхоз». Туристы – 10 бывших военных и сотрудников силовых структур. Колхоз – Украина, где только что началась война. На восток страны тогда активно забрасывали подразделения добровольцев. Одно из них вскоре станет всемирно известно. На Донбассе начиналась история группы Вагнера. Смольянинов, впрочем, занимался не наемниками Евгения Пригожина. Список туристов ему подготовили в ЧВК «Лангефолия», которую возглавлял Владимир Борисов по кличке Прапорщик. Борисов в прошлом глава банды наемных убийц, которую подозревали в убийстве вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. Маневич в конце 90-х мешал переделу госсобственности в городе, а главное, не давал за бесценок забрать порт, на который претендовали многие криминальные авторитеты, в том числе и близкие к Владимиру Путину. В 2013 году Борисов вместе с партнерами зарегистрировал в офшоре частную военную компанию «Лангефолия». На самом деле она была ширмой для работы ГРУ. В отчетах Смольянинова прямо указано, что эта структура задумывалась как инструмент по защите национальных интересов. Работа под прикрытием частной компании позволяла отправлять военных разведчиков в те страны, где они формально находиться не могли. Например, ГРУ планировали создать 2 батальонно-тактические группы для защиты российских нефтяных объектов в Ираке. Кроме того, Лангефолия должна была охранять нефтепровод в Нигере и вела переговоры с представителями сына убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи об охране нефтяных месторождений и реформе вооруженных сил. Одновременно ЧВК вступила в Британскую международную ассоциацию наемников, получила допуск НАТО, который позволяет заключать контракты со странами Альянса, пыталась договориться с дочкой крупнейшей американской ЧВК. Все это, вероятно, было нужно для сбора разведданных. Впрочем, это не единственное возможное объяснение. Есть 2 варианта. Во-первых, есть для начальства. Да? Мы вошли в контакт, мы с такими-то людьми,
в ООН, в частных военных компаниях западных стран США, получили информацию, разработали каналы, осуществили вербовочные подходы или, не дай бог, даже осуществили вербовку. Служба идет легче, да? Тебя не ругают, как минимум, а может даже похвалить. Вообще должен чем заниматься, если ты разведчик, мать его. Либо вариант просто-напросто хотели срубить денег. С 2017 года руководители Лонгифолии стали все реже общаться с полковником Смолениновым. Почему разладились их отношения, точно неизвестно. Но вскоре Борисова обвинили в мошенничестве, и сейчас он ждет суда. Без наемников ГРУ не осталось, и теперь в распоряжении военной разведки боевые подразделения, участвующие в войне в Украине. Редут – это частная военная компания, основанная выходцами из воздушно-десантных войск для обеспечения деятельности стройтрансгаза в Сирии с началом открытой фазы украинской войны, после февраля, когда подразделения частных военных компаний, в том числе Редута, того же стали заходить уже на территорию Украины открыто. Там, судя по всему, некая доля ответственности перешла к ГРУ. Это было даже заметно по их перемещению в другую тренировочную базу в одну из бригад. Журналисты настоящего времени подробно изучили, как функционирует Редут, и выяснили, что ГРУ максимально вовлечены в управление наемниками. Нам удалось подробно изучить, можно сказать, практически всю жизнь на протяжении 1,5 лет одного отряда. И на этом примере я могу сказать, что вот офицеры ГРУ, они появлялись практически на каждом этапе. Это какие-то совещания в Министерстве обороны, это люди, которым поставили задачу, что надо набрать людей, это люди, которых собирали, чтобы они дальше формировали какие-то свои отряды. В конце осени 2022 года в Крыму на базе возле села Перевальное появился лагерь наемников. Это ЧВК «Конвой», один из примерно 3 десятков добровольческих отрядов, приписанных к системе БАРС и воюющих на стороне России. Конвой возглавляет Константин Пикалов, а курирует наемников все тот же полковник ГРУ Денис Смоленинов. Бывший казак и телохранитель, Пикалов работал со Смолениновым как минимум с середины десятых годов. Затем он недолго сотрудничал с Евгением Пригожиным и был в командировках в Африке. После начала войны в Украине Пикалов и Конвой оказались на фронте. В середине 23 года Конвой насчитывал около 400 наемников. В то время они находились на Херсонском направлении. Впрочем, не только наемники на фронте оказались в сфере ответственности ГРУ. Почти с самого начала войны в боевых действиях активно участвовала группа Вагнера, а ее основатель, Евгений Пригожин, становился все более публичным персонажем и со временем признал, что все эти годы финансировал ЧВК. В конце июня 23 года Пригожин, все более недовольный действиями руководства Минобороны, поднял мятеж, но развернул колонны своих бойцов на подходах к Москве, согласившись на переговоры. Улаживать этот конфликт пришлось в том числе замглавы ГРУ Владимиру Алексееву, который теперь отвечает в Минобороны за наемников из Редута. Когда был мятеж Пригожина в июне 2023 года, когда Пригожин шел на Москву и вот говорил, что ему нужно разобраться с Министерством обороны и лично Шойгу, с ним прямо вели переговоры в ростовском штабе 2 человека, Юнусбек Евкуров и генерал Алексеев. Генерал Алексеев записал видеообращение, и видно, что это человек, который очень хорошо знал Пригожина, очень хорошо знал структуру вагнеров, и он для них вот важный такой как-то руководитель, важный моральный ориентир. Нам еще не хватало только развязать в настоящее время гражданскую войну внутри страны. Одумайтесь. Спустя 2 месяца самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение. Сам бизнесмен и командир ЧВК Дмитрий Уткин погибли. И теперь военная разведка решает судьбу и наемников из группы Вагнера, разбросанных по всему миру, и различных проектов Пригожина, в том числе в Африке и в Сирии. История не о том, что будет с вагнеровцами, история о том, что будет с контрактами, что будет с процессами, что будет с этими операциями. Я думаю, что можно уверенно сказать, что основную роль в этом будет играть Министерство обороны. Учитывая заграничный характер миссии и состав делегации, можно также предположить, что там будет активную роль играть Главное управление Генштаба, Сирич ГРУ. Фактически Минобороны и в особенности ГРУ удалось привлечь под свое командование людей, которые не были готовы вливаться в ряды российской армии, но хотели воевать. Что бы ни показывали соцопросы, имидж у российской армии очень плохой. Есть люди, которые хотят идти воевать за русский мир и за путинские идеалы, но они не хотят это делать под руководством армии Шойгу. Нет людей, над которыми смеялись бы больше в любых пророссийских военных телеграм-каналах, чем руководство Министерства обороны. Хотя вторжение в Украину и передел империи
империи Пригожина и потребовали от ГРУ переориентировать свою работу, от остальных планов разведчики, вероятно, не отказались. Так, в рабочих файлах полковника Смольянинова есть материалы и о других операциях. Вот только несколько из них. За год до войны агенты ГРУ готовили в Италии конференцию, главная тема которой – угроза Евросоюзу в случае принятия Украины. В программе были заявлены спикеры из правящей партии «Братья Италии». От нее избиралась нынешний премьер-министр Джорджа Мелони. На стол Смольянинова уложились отчеты о работе хакеров и документы о создании в Казахстане научного центра, на базе которого затем хотели организовать еще одну сеть телеграм-каналов, чтобы распространять дезинформацию и продвигать положительный образ России. Среди примеров такой пропаганды уже знакомые сообщения о секретной американской биолаборатории. Правда, на этот раз она должна была обнаружиться не в Украине, а в Алматы. Денис Смольянинов – первый высокопоставленный разведчик, о котором удалось узнать так много. Это редкая удача. Но на самом деле таких полковников десятки, и каждый из них курирует сразу по несколько операций.